Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами шикарным рецептом шаурмы с курицей, запеченным перцем, сыром и, конечно, великолепным соусом. А готовится такая шаурма на раз, два, три. Все отправил запекаться в духовку, а затем просто завернул в лаваш. Уверена, будете готовить такую шаурму часто, по просьбе ваших родных. Класс. Да просто потрясающе. Для рецепта мне понадобится и первым делом подготовлю куриное филе. Я его порежу тонкими соломками. Примерно получаются вот такие кусочки. Перекладываю филе в миску. Теперь курицу слегка замариную. Добавляю специи и соль. Добавляю соли примерно 1,5 чайной ложки. Сушеный чеснок 1 чайную ложку. Сушеный лук также 1 чайную ложку. Добавляю молотый кумин. Он прекрасно подходит к этому блюду. Пол чайной ложки. И, конечно, перец. Я использую смесь перцев. Хорошо все перемешиваю. Оставляю курицу постоять, а сама порежу овощи. Также сразу я подготовила противень, на котором буду все запекать. Выстелила его пергаментной бумагой и слегка поливаю растительным маслом. Болгарский перец очищаю от семян и перегородок и режу тонкой соломкой. Выкладываю перец на подготовленный противень. Также соломкой режу крупную луковицу. Лук также выкладываю на противень. Все овощи немного солю, присыпаю сушеным чесноком. Можно использовать опять те же специи, которые мы использовали для мяса. Немного лука. Смесь перцев. И лук я еще немного присыплю сахаром. Буквально пол чайной ложки, чтобы он карамелизировался. Немного все перемешиваю. Я слои не смешиваю, просто так оставляю их. Красота, конечно, получается. Как это все просто готовится. Уверена, такую шаурму будете готовить теперь часто. Насколько это быстро и просто. И последний ряд я выкладываю куриное филе. Также его вот таким образом разравниваю. И забыла присыпать куриное филе паприкой. Она прямо сюда просится, поэтому слегка присыпаю. Немного паприки. Можно и лук присыпать паприкой, тоже вкусно. Красота. Немного все сбрызгиваю растительным маслом. И отправляю все запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20-25. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Приготовлю соус для шаурмы. И для этого мне понадобится в миску выкладываю баночку йогурта. Я использую греческий йогурт, вот такой густой. Можно использовать обычный йогурт. Конечно, без каких-либо добавок. Добавляю несколько столовых ложек майонеза. Я добавила 4. 3 столовые ложки кетчупа. Столовую ложку терияки. Если не хотите его использовать, можно его не добавлять. На мелкой терке натру 1 зубчик чеснока. Чеснок также добавляйте по желанию. Добавляю чайную ложку лимонного сока, буквально пол чайной ложки сахара, немного соли, смесь перцев и добавлю пол чайной ложки паприки. Хорошо все перемешиваю. Обязательно соус пробуйте на вкус. Если надо, добавляйте еще соль, сахар или другие специи. Вкус потрясающий. Этот соус прекрасно подойдет и к мясу, и к рыбе, а с шаурмой он просто великолепен. Итак,
У меня все запеклось. Лук запекся, перец и, конечно, курица уже готова. Не передерживайте все в духовке, чтобы курица оставалась сочной и мягкой. Красота невероятная, а аромат просто потрясающий. И теперь, конечно, все очень просто. Берем лаваш, хорошенечко промазываем его соусом. Я люблю, когда соуса много. Добавляю кусочки курицы. Здесь самое главное не переборщить, чтобы лаваш хорошо сворачивался. Теперь лучок и перец разных цветов. Сверху присыпаю тертым сыром и все сворачиваю в плотный рулетик. Подворачиваю края и хорошо все подворачиваю. Получается вот такая шаурма. Подготавливаю так несколько штук и буду их обжаривать на сковороде. Кстати, такое блюдо очень удобно использовать в качестве заготовок. Заворачиваете шаурму вот таким образом, затем упаковываете в пищевую пленку и в холодильник. Утром встали, достали, разогрели сковородку. Хорошо все обжарили на сухой сковороде, и шаурма у вас буквально за 10 минут уже на столе. Это может быть прекрасным завтраком. Я включила разогреваться сковородку. Выкладываю на нее шаурму. Обязательно выкладываем швом вниз, чтобы шаурма запечаталась. И теперь все обжариваю со всех сторон. Можно с 2 сторон, можно с 4, смотря какую шаурму вы готовите. Такую более полукруглую или плоскую. Можно шаурму вот так немного придавливать. Когда сковородка хорошо разогрелась, шаурма обжаривается очень быстро. Поэтому следим, чтобы лаваш не подгорел. Но, конечно, доводите его до той степени готовности, которая вам нравится. Если вы любите более хрустящий лаваш, больше обжаривайте. И я стараюсь обжарить с 4 сторон, чтобы лаваш был со всех сторон хрустящий. Все, у меня уже лаваш начинает вот так здорово подрумяниваться. Пошел такой аромат жареного хлеба. Шикарно. Шаурма готова. Снимаю ее со сковороды. Конечно, выглядит такая шаурма просто великолепно. Какая хрустящая, какая вкусная. И посмотрите, здесь внутри много мяса, овощей. Это невероятно вкусно. Обязательно приготовьте такую шаурму дома. Я уверена, она всем понравится. Класс. Да просто потрясающе. Шаурма дома всегда вкуснее. Такая уличная еда. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!